Приступаем к вязанию головы. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Это был первый ряд. Второй ряд мы вяжем 12 столбиков без накида, то есть 6 прибавок. Третий ряд. Вяжем столбик без накида, прибавка. В конце ряда 18 столбиков. Четвертый ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас получается 24 столбика. Пятый ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда получается 30 столбиков без накида. Шестой ряд. 2 столбика без накида, прибавка. Потом 5 раз 4 столбика без накида, прибавка. И в конце 2 столбика. В конце ряда у нас получается 36 столбиков. Седьмой ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка. Восьмой ряд. Вяжем 3 столбика без накида, прибавка. Потом 5 раз 6 столбиков без накида, прибавка. И в конце 3 столбика без накида. В конце ряда у нас 48 столбиков.
9 ряд. Вяжем 15 столбиков без накида, 1 прибавка 3 раза. В конце ряда у нас получается 51 столбик. Шесть рядов провязывайте самостоятельно. 18 ряд. Вяжем 15 столбиков без накида, 1 убавка. И так 3 раза. Девятнадцатый ряд. Вяжем 3 столбика без накида, убавка, потом 5 раз по 6 столбиков без накида, убавка и 3 столбика без накида. В конце ряда у нас получится 42 столбика. Двадцатый ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, 1 убавка. В конце ряда у нас получается 36 столбиков без накида. Двадцать первый ряд. Вяжем 2 столбика без накида, убавка, затем 4 столбика без накида, убавка 5 раз и 2 столбика без накида. В конце ряда у нас получится 30 столбиков. Ой. Да что ж она не хочет никак.
Глазки я ставлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Между 12 и 13 рядом. И расстояние между глазками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 столбиков. Глазки 12 миллиметров у меня. Конусовидные. Решила поставить ей зелененькие. Пойдут. Я думаю, ей будет очень красиво. Ну вот, я вставила глазки. Очень красиво, конечно, смотрятся вот эти конусовидные глазки, но их всегда одеть для меня огромная проблема. Мне приходится разрезать застежку эту. По-другому они никак у меня не одеваются. Поделитесь секретом, возможно, у вас получается немножко по-другому. Я уже пробовала их и кипятить, и разогревать, и ничего у меня не получается, кроме как разрезать. Поэтому я разрезаю, здесь заливаю клеем. И тогда так оставляю. Расскажите, пожалуйста, ваш опыт. Это очень интересно. Так, мы с вами провязали 21. Переходим к 22 ряду. В 22 ряду, правильно, я же думаю, я не ошиблась. В 22 ряду мы вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. Так. И так до конца ряда. В конце ряда у нас получится 24 столбика без накида. Двадцать третий ряд. Вяжем 2 столбика без накида, убавка. И по окончанию этого ряда начинаем набивать голову. Я просто не люблю сильно рано набивать. Она мешается, потом неудобно. Поэтому я обычно делаю это в конце. Как вы привыкли, я не знаю. Можете поделиться в комментариях. Вообще мне все интересно, как кто что делает. Потому что мастеров много. У каждого свои какие-то фишечки, свои какие-то секретики. У них нет. Как-то так получается. Секретов нет. Может быть, я и не супермастер, но я всегда с таким огромным удовольствием делаю игрушки какие-то, поделки какие-то. Мне это нравится до безумия. И я очень хочу поделиться с вами вот именно какими-то своими наработками, поделками. Так, что-то я заболталась. Наверное, я немножко... Нет, все правильно. Так, вот я заканчиваю 23. Дальше набиваю голову холофайбером. И потом вяжем следующий 24 ряд, столбик без накида, убавочка. У нас будет 12 столбиков. И все, и потом сделаем 6 убавок и затянем кольцо. В принципе, тут ничего сложного уже не осталось. Здесь его и не было сложного. Вот, ну я рада, что я с вами поболтала. Продолжаем сами дальше. Вот такая голова у нас получилась. Зеленоглазая. Я оставила длинный хвостик для того, чтобы пришить потом голову к шее. И надо подумать, какого цвета сделать ей волосы. Как вы думаете, какого цвета вы бы сделали? Встретимся. Волосы у моей красотки будут вот такого кораллового оттенка. Если честно, хотела сначала яркий, вот такой рыжий. Но у меня, сомневаюсь, что мне его хватит, поэтому решила не рисковать, а связать вот такой коралловый. Тоже будет хорошее сочетание. Она такая нежненькая получится. Вроде бы как и яркая, в то же время и нежная. Значит, приступаем. Берем крючок 2 миллиметра. Можно 1,75, можно 1,5. В кольцо амигуруми
вяжем 6 столбиков без накида. Ставлю маркер. Второй ряд вяжем 6 прибавок за заднюю полупетлю. За заднюю. Третий ряд. Вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас получается 18 столбиков и вяжем за обе стеночки. Будем чередовать. Четвертый ряд. Вяжем 2 столбика без накида прибавка за задние полупетли, за задние стеночки. Так, 24 столбика в конце ряда. Пятый ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка за обе стеночки. В конце ряда будет 30 столбиков.
Видите, у нас посерединке вот здесь вот получается организовывается вот такая вот спиралечка. За нее мы потом будем цеплять волосы. Так, дальше. 6-й ряд. Вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка за задние полупетли, за задние стеночки. Седьмой ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка за обе стеночки. Восьмой ряд. Вяжем за задние стеночки 6 столбиков без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас 48 столбиков без накида. Девятый ряд. Вяжем 7 столбиков без накида, прибавка за обе стеночки. В конце ряда у нас получится 54 столбика. Десятый ряд. За задние стеночки вяжем 54 столбика без накида. Довязали 10-й ряд до конца. Провязываем соединительный столбик. Разворачиваю вязание. Вернее, сейчас мы все равно наберем воздушные петли. И мы будем вязать локоны вот по вот этим полупетлям, по нашей спиральке. Значит, набираем 90 воздушных петель. Можно даже 100. Я набрала 100 воздушных петель. Хочу, чтобы волосы у нее были длинные.
Вы уже смотрите сами. Захотите покороче, можно сделать вообще коротенькую стрижечку ей. Ну, мне хочется длинные волосы. Во вторую от крючка петлю мы провязываем соединительный столбик. Следующую пропускаем и во вторую провязываем соединительный столбик. Пропускаем соединительный столбик. Пропускаем соединительный столбик. За счет наших пропусков у нас будет образовываться такая волна по волосам, и она у нас будет кудрявая. Так мы провязываем до конца цепочки. Это очень долго, я не буду все время показывать это на камеру. Я думаю, все понятно. Продолжайте сами. Вот такой локон у нас вышел. Теперь в первую полупетлю провязываем соединительный столбик. Дальше во вторую провязываем соединительный столбик и набираем 100 воздушных петель. Дальше вяжем как первый локон. Довязали второй локон, соединяем с соседней соединительным столбиком и вяжем еще один соединительный столбик в соседнюю петлю. И здесь опять набираем 100 воздушных петель. То есть вот так у нас дальше пойдут локоны. Локон, пропуск, локон, опять пропуск будет. И так получается через одну у нас будут вязаться локоны. Дальше это очень много, очень долго. Продолжайте сами.